Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая будоражит и вдохновляет умы многих из вас. Как создать собственный комикс? Так, самое первое, о чем вы начинаете думать, когда загораетесь идеей создать собственный комикс, это мне нужно повысить скилл, мне нужно стать организованнее, чтобы не забросить этот комикс, и мне в конце концов нужно придумать сценарий. Не могу же я так сходу взять и начать рисовать универсальный ответ. Вам не нужно ждать, вам не нужно думать, вы просто берете и начинаете. И по ходу работы над этим проектом у вас будет повышаться скилл, обрастать деталями сценарий, редактироваться персонажи, а также это будет своеобразный челлендж, через который вам надо будет пройти, чтобы стать более организованными. Вы сечете, о чем я? Конечно, я вас понимаю, и довольно сложно начать свой проект, не имея никаких материалов. Это то, что вам действительно понадобится, поверьте мне. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это взять свою, и еще, может быть, даже только зарождающуюся идею и подыскать подходящий материал. Работа с материалом – это то, что вам очень пригодится на протяжении всей работы над собственным проектом. Уже во время поиска материалов вам наверняка придет куча идей, которыми вы можете воспользоваться для создания первых эпизодов вашего сюжета. И прежде чем вы приступите к созданию вашего дебютного эпизода, вам, конечно, несомненно, необходимо будет разработать главного персонажа вашей истории и тех персонажей, которые будут в первых эпизодах появляться. Вы можете сказать, ну как же так, я не могу прям так сесть и нарисовать персонажа, который потом будет таким же весь мой комикс. Мне нужно потратить где-то год на то, чтобы его рисовать 100 раз, чтобы он у меня в комиксе не прыгал от образа к образу и был всегда одинаковым. Разве не так нужно делать? Понимаете, практика в большинстве случаев показывает, что образ персонажа эволюционирует от первого эпизода к финальному. Вы наверняка наблюдали подобное в мультсериалах, потому что это довольно частое явление. Когда у вас есть необходимый материал, и вы так хорошенечко подумали над идеей, в принципе, уже ничто у вас не может стоять на пути, и вы можете начать работу над первым кроме одной штуки, которая пресекает любые творческие порывы. Это страх! Это мой первый опыт, я не знаю, с чего начать. А вдруг ничего не получится? Только посмотрите на те шикарные комиксы, которые рисуют другие. Мне никогда не стать таким. Ох, я неорганизованный и брошу все на первой же странице. Конечно, я достаточно смел, чтобы начать свой комикс. Там лет через 10, 20, может быть. Что? Кто-то уже себя узнал? Печально, но правда, зачастую именно страх мешает нам начать собственный проект. Но понимаете, все, что вам нужно сделать, чтобы начать собственный комикс, это просто взять и начать его. Нет ничего проще. Воспринимайте это как нечто забавное, как развлечение, как способ скрасить свою жизнь, вот и все. Ну что же, надеюсь, я вас вдохновила на подвиги. С вами была Эмвалекса. Спасибо большое тем, кто просил меня сделать этот выпуск. Я получила огромное наслаждение, беседуя с вами. У меня есть еще чем с вами поделиться по этой теме. Пишите, что конкретно вам интересно, и я обязательно про это расскажу. Всем огромное спасибо за просмотр, и увидимся!